Всем привет! Предлагаю сегодня связать вот такую шапочку резинкой на зиму. Тепленькая, с отворотом, вяжется крючком. Приготовьте пряжу и принадлежности. Возьмите свою любимую шапочку, измерьте ее длину. Сюда прибавим длину отворота, если он двойной, то 2 раза. И начинаем вязать цепочку. Делаем начальную петлю. И провязываем цепочку той длины, которая вам нужна. У меня получилось 28 сантиметров. Крючок у меня 4,5 миллиметра. Нитка 210 метров в 100 граммах. У меня получилось 42 петли. Вот довязываем цепочку, измеряем ее. Вот у меня получилось 28, не натягивая ее. Начинаем вязать полустолбики с накидом во вторую петлю от крючка. Накид, вводим крючок во вторую петлю от крючка, провязываем и провязываем 3 петли на крючке. Делаем накид и провязываем полустолбик в следующую петлю. Накид, в следующую петлю, провязываем полустолбик. Так провязываем весь ряд. Не до конца, оставляем 8 петель. Вот 8 петель, это будет макушка. Вот я довязываю полустолбики с накидом. У меня осталось 8 петелек. Вяжем так. В первые 4 петли столбики без накида. Три, 4. И в следующие 4 петли соединительные столбики. Вводим крючок в петлю, провязываем эту петлю и петлю на крючке. Петлю не затягиваем сильно. Второй соединительный столбик, третий и 4. Провязываем свободно. Провязали. Делаем одну воздушную петлю подъема для следующего ряда. Теперь вязание разворачиваем. Сейчас первые 4 петли провяжем соединительными столбиками за заднюю полупетлю. Во вторую петлю от крючка вводим крючок и за заднюю полупетельку провязываем соединительный столбик. Провязываем петлю и петлю на крючке. Вводим крючок в середину петли прошлого ряда и за заднюю стеночку провязываем второй соединительный столбик. Вводим крючок в середину петельки и за заднюю полупетлю провязываем 3 столбик и 4. За заднюю полупетлю мы вяжем все петли шапки. Провязали 4 соединительные, 4 столбика без накида следующие. Опять за заднюю полупетельку провязываем столбик без накида, 1, в следующую петлю 2, 3, следующую петлю 4. Получается макушка у нас из 8 столбиков. Для начинающих советую отмечать маркером последнюю провязанную петельку.
Следующие петли ряда провязываем полустолбиками с накидом. Вот верх ряда. Вводим крючок в середину петельки, за заднюю полупетлю провязываем полустолбик. Накид, полустолбик. Провязываем до конца ряда. Таким образом получается резиночка. Вот довязываю ряд до конца. Вот последняя петелька, полустолбик. Делаем петлю подъема для следующего ряда, разворачиваем вязание. Во вторую петлю от крючка провязываем полустолбик за заднюю стеночку петли. Также провязываем этот ряд. Провязываем до маркера, который мы поставили. Если вы не пользуетесь маркером, отсчитайте 8 петелек с краю. Провязала до маркера. Маркер достаем и провязываем 4 столбика без накида за заднюю петельку, полупетельку. 1, 2, 3, 4 и 4 соединительных столбика за заднюю стеночку, не затягивая петельки. Провязываем более-менее свободно, тогда легче будет вязать следующий ряд. Вот макушечка сужается. Делаем воздушную петлю подъема для следующего ряда, разворачиваем вязание и также начинаем вязать макушку. Во вторую петлю от крючка провязываем соединительный столбик, первый, второй, третий, четвертый и 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В последнюю провязанную петлю вставляем маркер и дальше вяжем полустолбики с накидом за заднюю петельку до конца ряда. Я думаю, что принцип вязания вам понятен. Дальше нужно связать столько рядов, сколько нужно по размеру головы. Можете снять мерку с какой-то любимой шапки или померить прямо на голове. Вот я связала столько, сколько мне нужно, и буду соединять края. Начинаем с угла, снизу вверх. Вводим крючок в противоположный угол. И
провязываем 2 петельки эти вместе. Принцип вязания сохраняется. Вяжем за заднюю стенку. Одну половинку захватываем и следующую петлю под цепочку первую второй половинки. Захватываем нитку и протягиваем через все петли. Дальше вводим крючок в заднюю полупетельку следующей петли и следующую петлю противоположного ряда. Там у нас была первый ряд цепочки, вот каждую петельку цепочки. Получается вот такая косичка. Это изнаночная сторона. Вяжем до конца. Вот. Последнюю петельку провязали, 20-30 сантиметров оставляем конец для того, чтобы сделать макушку. Обрезаем нитку. Провязываем еще одну петельку, затягиваем. И сейчас будем стягивать макушку. Вот у меня для этого есть иголка. Если у вас иголки нету, можете взять тоненький крючок и протянуть с помощью крючка. Я захватываю одну ниточку и протягиваем. Да, я забыла сказать, сколько пряжи уходит на шапку. Вот на эту шапочку у меня ушло 80 грамм. Если делать двойной отворот, то где-то 100. Так по кругу захватываем каждый ряд. Затянули, и еще можно сделать несколько стежков, как бы для закрепки. Толсто не нашивайте. 3-4 стежочка и связать нитки. Я делаю 3 узелка и просто обрезаю нитку. Шапочка готова. Очень красиво смотрится с помпончиком. Так что вяжите. Вяжется она быстро. Всего хорошего. Желаю вам здоровья. Всего самого наилучшего. До свидания.